Привет, хозяюшки! С вами Ух ты Кухня. Сегодня хочу поделиться простейшим тортиком на сковороде. Какой же я получила восторг от этого рецепта. Пекла мужу на день рождения. Во-первых, проще простого, а во-вторых, вкус потрясающий. А начну я из заварного крема. Для этого 500 мл молока вливаю в кастрюльку, зажигаю огонь, пусть греется. В миску вливаю 2 яйца, сюда же 80 граммов сахара, ванильный сахар по вкусу. У меня 10 граммов. Все хорошо взбалтываю. Сильно долго взбалтывать не нужно, лишь бы все перемешалось. И сейчас в яичную смесь добавляю 50 граммов крахмала. У меня картофельный, в идеале, конечно, друзья, кукурузный. Снова все перемешиваю, чтобы не было комочков. Какие-то пару секунд и готово. Вот такая смесь получается. Ну что, поехали, Сережка. Итак, молоко нагрелось, и сейчас, друзья, тонкой струйкой вливаю яичную смесь, при этом интенсивно размешиваю. Вот так вот. Все происходит очень быстро. Все вот это тоже вот сюда, до единой капельки. И теперь, постоянно помешивая, довожу до кипения. Крем очень быстро густеет, я думаю, это видно. Так, сейчас покажу вам бульбашки. Пошли? О, видите? Вот, когда начались бульбы, отсчитываю примерно 30-40 секунд. Крахмал должен хорошо завариться, тогда крем получится вкусный, без вот этой вот нотки сырости. Еще немного. Смотрите, какой гладкий, красивый. Красота? Красота. Тра-та-та. Все, хозяюшки, отключаю нагрев, еще пару раз взбодрю и оставляю, чтобы он остыл. Венчик не убираю, чтобы не накрывать пленкой, время от времени буду вот так вот его перемешивать. Он тогда быстро остынет. Ставьте лайки, друзья, а я разбиваю в миску одно яйцо. Пол чайной ложечки соли. Хозяюшки, обязательно положите соль. Для хорошего баланса просто идеально. 1 столовая ложка растительного масла сюда же. Взбалтываю венчиком. Сильно долго не нужно, просто чтобы оно взбодрилось. И сюда добавляю 250 мл сгущенного молока. Я это делаю уже на глаз, потому как торт пеку этот. Который раз, Сережка, уже? 3-й или 4-й, да? 4-й раз пеку уже этот торт, поэтому все уже делаю на глаз. Да, 250 граммов. Та сгущенка, которая осталась, пойдет в крем. А может, я съем? Нет, Сережка, пойдет в крем. Ой. Так, перемешиваю. Все, венчик убираю. Теперь мука. У меня здесь 300 граммов. Добавляю 5 граммов разрыхлителя. Немножко перемешиваю верхушечку, потому как мука может уйти не вся, каждый раз по-разному. Это то, о чем я всегда говорю, хозяюшки. Вводим постепенно. Сначала большую часть, конечно же, как раз она с разрыхлителем уйдет. Ну и все, замешиваю тесто. Ух, надо крем помешать. Перемешиваю, чтобы не образовалась пленочка. Ой, дружные мы с тобой, Сережка. Ах, какой гладенький, красивый. Так, перехожу на руки. Неудобно мне уже этой вилкой. И замешиваю. Ну, тут все как обычно. Нужно замесить эластичное мягкое тесто, не липнущее к рукам. Присыпаю стол. Выкладываю тесто. И еще немножко его помесим. Вот какое тесто получается. Мягкое, не липнущее к рукам. Все, тесто готово. Не надо ничего ждать. Начинаем. Сковородка на огонь. Делаю нагрев чуть ниже среднего, пусть греется. Хозяюшки, стол присыпаю немножко мукой и будем делить тесто. У меня всегда получается по-разному. 7-8 коржей. На глазик. На правый или левый. Опа, есть. Присыпаю мукой. Откладываю в стороночку. Прикрою их полотенцем, чтобы они не заветривались. А одну часть раскатываю. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров. Ну что, поехали? Примерно вот такая толщина коржа. Меньше не рекомендую, замучаетесь его отдирать от стола. Беру подходящую тарелку, прикладываю и обрезаю края. Сильно ровно не обрезаю, потому как он немножко еще, как это правильно сказать, сузится. Все, готовый корж беру и выкладываю на разогретую сухую сковороду. Поправляю. Накрываю крышкой и пеку примерно 1 минутку. Не забываем, хозяюшки, протирать крышечку от конденсата, чтобы коржи были сухими. Ну что, переворачиваю. Опа. Прямо, вау, да, красивый. посмотрите, какой красивый. И еще 30-40 секунд. Опа.
Вау, Да. какая красота. Красота, тра-та-та. Выкладываю, пусть остывает. Ну, а я поехала дальше. Опа. Крем перемешиваю. Начинает застывать хорошо. Все отлично, только успевай, друзья. Ну, а я продолжаю. Вот и последний корж испекся. 10 минут всего лишь прошло. Ань. Да, хозяюшки, это настолько быстро, просто, даже глазиком моргнуть не успеете. Все, сковородку убираю, пусть коржи остывают. Могу продолжить с кремом. В миску выкладываю 200 граммов сливочного масла. Оно у меня мягкое, комнатной температуры. Я его заранее достала. С помощью миксера хорошо его взбиваю. Пышную белую массу. Когда масло стало вот такое вот воздушное, нежное, тонкой струйкой вливаю сгущенное молоко и продолжаю взбивать. Когда сгущенное молоко вмешалось, начинаю добавлять частями заварную часть. Вот так вот беру сюда и вмешиваю. Постепенно. Да. Фух, миксер заморился. А, какой крем воздушный, да? Все, друзья, готово. Убираю венчики. Осталось пооблизывать. Да я же знаю, какой. Осталось собрать торт. Ну что, поехали. Я это буду делать на досточке. Немножко крема. Приклеить. Да. Форма. Ну что вы тут, коржики вы мои. Какие красивые, да? Как солнышки. Да-да. Все, первый пошел. Хорошую ложку крема. Побольше можно. Сережка. Нормально. Ну, тут как по накатанной, хозяюшке. Все хорошо смазываем. Если даже свекровь похвалила меня за этот торт, то хорошая ложка крема. Я думаю, это много чего значит. Кто поймет, тот поймет. Конечно. Так, ну и на верхушечку. Ой, красота. Как раз крема идеально, просто Вот идеально. видишь, а ты говорила. Ну да. Ой, красота. Ну что, друзья, ставьте лайки, а я торт накрываю пленкой. Вот так вот. И ставлю в холодильник. Еле дождались утра, друзья. Ну что, пришло время его украшать. Достаю торт из формы. Сначала пройдусь по краешку ножом. Вау. Что там, красота? Конечно. Сейчас немножко подправим бока вот этим вот кремом, который... Остался сверху. Угу. Да, а чё? Друзья, чем буду украшать? Беру ванильные вот такие вот вкусные вафельки. Терку. Натираю их на терке. Берем на лопаточку и украшаем. Вот так. Красиво получается. Супер. Так. Теперь немножко присыплю по краешку. Ну, полноценный торт получается, любовь моя. Конечно. Последний штрих. Ваша любимая посыпка для пасок. Беру и красивенько по краешку прохожу. Добавим какой-то яркой ноты. Да, Сережка? Я смотрю, оно дефицитом станет скоро. Да-да. Ну что, разрезаем? Туду-ду-ду-туду. Ответственный момент, друзья. Режем тортик. О, идет как по маслу. Поехали. Вау. Да, друзья, это не только красиво, а это еще и вкусно. Так что с полной уверенностью рекомендую. Каждый слой видно. Крем приятный, сливочный. Вообще, друзья. Класс. Да. Ням. Ну, я себе кусочек, конечно же. Как это вкусно. Скажи. 4-й торт уже съедаем, Сережка. Класс. Он просто тает во рту. Я думаю, это заслуживает лайка. Ставьте лайки, друзья, комментируйте, делитесь своими рецептами и пишите, понравился ли вам тортик. А я наливаю чаек. Да, вкусно, правда вкусно. Просто, быстро и вкусно. Открывай рот.